Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели, зрители. Сегодня у нас на календаре уже 26 февраля. Это означает, что зима подходит к концу, последние зимние дни. Это Россия, Санкт-Петербург. Как всегда, уютный, один из, я считаю, лучших отелей нашего города, гостиница «Индиго», улица Чайковского, 17. И мы с вами, как всегда в это время, встречаемся в рамках моей авторской программы «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цепляев. Мы стараемся разбираться в сути происходящих событий, пользуясь принципом тем, что надо иметь смелость пользоваться собственным умом. И вторая наша основная позиция, что истина делает нас свободными, а мифы ведут к заблуждениям и сковывают нас в принятии правильных решений во всех смыслах. И поэтому сегодня у нас три очень непростые темы. Первая тема, понятно, это 3 года. 24 февраля, 3 года тому назад, в 2022 году, началась так называемая специальная военная операция. И мы с вами обсудим итоги и перспективы, как развиваются события. Вторая тема, достаточно неожиданно, поиски редких земель. Поскольку вдруг редкие земли стали одним из центральных пунктов вообще мировой повестки, и где-то даже начинают затенять все вопросы, связанные с этим вооруженным конфликтом. И третья тема, тоже вытекающая из двух предыдущих, это то, что Европа просыпается. Европа, привыкшая мягко располагаться и уютно под американским зонтиком, вдруг ощутила, что зонтик-то не такой уж прочный, да и вообще в любой момент его американцы могут сложить. И что тогда? И вот такие темы мы попробуем обсудить сегодня. И надо сказать, почему все вот идет вокруг этих тем, поскольку мы понимаем, что начиная с 24 февраля 2022 года именно вооруженный конфликт, столкновение Россия-Украина стало центральным сюжетом всей нашей политической, экономической, да, можно сказать, социальной жизни. Все фокусируется вокруг этого, это и является центром внимания обсуждения, и все понимают, что развитие вот этого сюжета в значительной степени определит дальнейшую траекторию движения и нашей страны, и Украины, да и целого ряда других стран. И поэтому, конечно, поскольку это находится в фокусе общественного внимания, здесь существует абсолютно полный спектр и политических, и эмоциональных, и каких угодно оценок. И я сегодня попытаюсь уйти от эмоциональных оценок, уйти от дискуссий о правовых основах, международном праве, а сфокусироваться на подходе в режиме так называемый реальполитик. Какие цели ставит страна, каждая из участников, какими средствами она считает пользоваться возможным, и каким результатом это приводит, и что можно ожидать. Еще раз подчеркну, что вопросы, это очень эмоционально затрагивает, что называется, всех нас, поэтому давайте попробуем подойти нас максимально прагматично, сжав зубы и набравшись холодного такого взгляда на происходящее. Чуть-чуть в таком режиме отстраненных политологов. Итак, мы понимаем, что исходная позиция, с которой исходила Россия, что это была позиция заявлена на Мюнхенской речи 2007 год президента России о том, что Россия возвращается, Россия желает стать снова одним из ведущих мировых игроков и супердержавой с точки зрения определения геостратегического расклада. И было заявлено фактически определенное требование на территорию, зону ответственности, так называемое постсоветское пространство, ближнее зарубежье. Подход такой: это наш огород, мы здесь будем определять, что, где и как, и сюда никто не имеет права войти. И если мы вспомним те позиции, которые потом формулировались как ультиматум, чтобы НАТО ушло в границы 90 на позиции 97 года, что принципиальный пункт, и он сегодня обсуждается
что Украина ни при каких условиях не должна оказаться в НАТО. И мы помним, что основными позициями, которые формулировались по началу операции, были демилитаризация, то есть фактически лишение военных возможностей Украины, нейтральный статус. Дальше такое сложное понятие, как денацификация, которое, если попытаться определить это операционально, означало замена политического режима на режим, который будет гораздо более лоялен по отношению к России. И будет прислушиваться к тем сигналам, которые будут из России. И при этом было заявлено, что не предполагается оккупация, поскольку в этих условиях было ясно, что происходит короткая операция, дальше смена режима, закладывалась идея, что будет широкая поддержка граждан, и это, как сказать, ключевой момент с точки зрения принятия решений. Вот наличие или отсутствие поддержки граждан Украины к приходящей новой власти. И вот дальнейшее развитие событий показало с российской стороны, что с поддержкой граждан все выглядело совсем не так, как планировалось. И в целом и общество, и население оказало серьезное сопротивление. Да, ситуация была, как водится во многих военных действиях, близка к катастрофической. И на самом деле, как в этой ситуации, все решается здесь и сейчас в отдельных, буквально ключевых столкновениях типа Гостомельского десанта. Но в целом надо сказать, что украинская оборона выстояла, и это перевело военную фазу в достаточно фазу длительного военного противостояния. И стало ясно, что развитие идет не по тем планам, которые строились с самого начала. В целом, надо сказать, это вот такой комментарий чуть в сторону, что если мы почитаем или посмотрим основные идеи, с которыми выступал Клаузевиц, который сделал колоссальные реформы немецкой армии, почему немецкая армия при небольшом количестве и при невыдающейся технике достигала, прям скажем, громадных успехов в войнах в Европе, поскольку там были совершенно другие подходы к организации военных действий. И подход был основной такой, что все планы разваливаются в момент первого боевого столкновения, потому что дальше начинается действие сторон, которые невозможно спрогнозировать. Оперативная и стратегическая ситуация меняются с колоссальной скоростью, и поэтому он считал, что каждый из участников, начиная с командиров довольно невысокого уровня, должны не просто выполнять конкретные задания, вот план поставили, и любой ценой вы должны добиться вот этого, а они должны понимать общий замысел. А в рамках общего замысла вести себя творчески, принимая те решения, которые позволяют двигаться к общему замыслу, не дожидаясь команды из-за какого-то центра и, соответственно, выстроенной красивой схемы, как мы будем действовать. Да, это первая колонна наступает отсюда, вторая колонна наступает отсюда, а потом ситуация меняется, требуется мгновенная оперативная реакция на то, что происходит. Так и здесь полностью поменялась ситуация, и мы видим, что дальше включилось то, чего не было сначала, достаточно серьезная поддержка. Но она была медленно добавлялась со стороны стран НАТО с точки зрения поставок вооружений. И это надо понимать и помнить, что эти поставки пошли не с самого начала. И списывать все, сказать, ситуацию только на то, что появились поставки и вот все сразу поменялось, это не так. Это достаточно длительная и сложная история. И в громадной степени, я думаю, вот на начало этих действий сказалась, прям скажем, определенная недооценка того, что представляет из себя
и вооруженные силы Украины, которые совершенствовались с 2014 года, и те настроения, которые существовали в обществе, и, в общем, нормальный непредвзятый зондаж, а это можно было сделать по многим позициям, показывал, что общество с 2014 года консолидируется, готовясь к военному столкновению. Вот это все предопределило переход военных действий в затяжную фазу. И вот эта затяжная фаза практически не можно не вдаваться в детали, продолжается до нынешнего дня. Если посмотреть на линию боевого соприкосновения, линию фронта, то эта линия в значительной степени застабилизировалась. И там перемещение, да, буквально даже на десятки километров в ту и в другую сторону, ясно, что пока никому не дают стратегической инициативы, как мы помним времена, как сказать, описания в истории, Вторая мировая война, там прорыв танковых колонн, развалы фронта, громадные котлы. Вот сегодня боевые действия ведутся совершенно не похоже на Вторую мировую. Скорее, правда, с другими техническими средствами. Это напоминает историю Первой мировой войны, когда происходил колоссальный объем боевых действий в позиционном режиме. Там сотни тысяч тонн улетали снарядов с одной стороны против другой. Колоссальный объем жертв, но при этом продвижение исчислялось сотнями метров. Вот это была та позиционная война, в которую фазу вошла Первая мировая война и завязла в этой фазе на достаточно длительное время. Поэтому мы сегодня понимаем, что конфликт стал вот в эту тоже позиционную затяжную войну. И здесь надо сказать, что ни одна из сторон, участников конфликта, Россия и Украина, не смогла добиться тех целей, которые ставили исходно. Ну, вот те цели, которые ставились исходно, я уже назвал в российском истеблишменте, и то, что обсуждалось в экспертном сообществе, заявлялось, и эти цели на сегодня не достигнуты, мы это понимаем, и надо трезво отдавать отчет. Но и Украина тоже не смогла достичь тех целей, которые она, в свою очередь, ставила с точки зрения военных действий, а именно выход на границы 1991 года. То есть на те официально признанные границы в российско-украинских договорах, и которые зафиксированы и признаны международно. И понятно, что вот чем дольше длится этот процесс, который, еще раз говорю, забирает война есть война, колоссальное количество человеческих жизней и колоссальное количество материальных средств. И вот этот процесс, вот это, вот сказать, противостояние, которое происходит, вот мы имеем, он может затягиваться на годы, годы и годы. И пока, вот еще раз подчеркну, если трезво смотреть на вещи, не абсолютно вот так прагматично, не видно таких подходов или вариантов, как для одной, так или другой стороны, которые бы решили конфликт абсолютно в одну пользу или сторону. Вот это вот то, что мы сегодня имеем. В такой ситуации начинает запускаться процесс переговоров. И начинают выходить на сцену дипломаты. При этом дипломаты выходят на сцену иногда, когда наступает просто затихание военных действий, дальше уже идет процесс переговоров, но иногда и истории таких вариантов тоже масса, особенно, я еще раз говорю, в той ситуации, когда стороны находятся в борьбе и никто никого, как бы сказать, не сломал до основания, что дипломаты работают параллельно. Эта история длительной 30-летней Вестфальской войны, которая закончилась Вестфальским миром 1648 года, Великой войны протестантов против католиков и католиков против протестантов, которая привела к тому, что Европа потеряла там, ну, что называется, 30, наверное, 40% населения, Германия потеряла почти там 50% населения, были территории, где были потери военные и от голода, и от болезней более 50% населения. Колоссальная война на истощение. В какой-то момент становится ясно, что надо разговаривать, и начинает формироваться
подход к переговорам. Это очень интересная и сложная история, как все это происходило. Но еще пару лет, пока были контакты, обсуждения, война двух больших групп стран продолжалась. И только после того, как были подписаны вот эти вот так называемые Вестфальские соглашения, военные действия прекратились, и был установлен тот мировой порядок, которым мы пользуемся до нынешнего дня. А именно, тогда была провозглашена идея суверенных, независимых, равноправных государств, независимо от размера, независимо от внутреннего устройства. Идея, заключавшаяся в том, что чья власть, того и вера, что невозможно снаружи навязывать другие религиозные взгляды. Каждая страна сама определяет, как там что будет внутри. Вот, и именно с этого момента, мы сейчас будем об этом говорить, появилась идея дипломатических представительств. Возникли послы, возникли дипломатические представительства. Взят был опыт, распространен на весь, что называется, европейский, по крайней мере, мир, который до этого пользовалась Венецианская республика. С этого момента возникает идея международного права, и с этого момента возникает идея международных конференций по миру и безопасности. Вот это вот тот результат. Но 2 года шли переговоры и шли параллельно боевые действия. Такая же картина наблюдалась во времена поиска соглашений между Северной и Южной Кореями, когда уже пошли переговоры, а боевые действия продолжались. Поэтому сейчас мы тоже имеем такую же приблизительно картину. Ничего удивительного, что идут переговоры и параллельно, к сожалению, происходят боевые действия, которые каждый день, я еще раз говорю, уносят жизни, уносят материальные средства, самое главное в жизни, которые уже невозможно вернуть обратно. Поэтому сейчас начался процесс очень трудный, очень сложный. Понятно, что просто так вот сегодня посадить за стол переговоров обе стороны невозможно. По многим причинам, в том числе и есть, понятное дело, состояние отношения. Чаще всего появляется какая-то сторона в режиме третейской силы. Я уже рассказывал в прошлый раз историю русско-японских мирных переговоров, где третьей силой, посредником, медиатором выступали Соединенные Штаты, и конкретно президент Теодор Рузвельт. И Портсмутский мир заключался именно таким способом. И мы помним, что Теодор Рузвельт стал первым американцем, который получил Нобелевскую премию мира. Я думаю, что эти идеи, эти вот исторические славные моменты сильно греют душу Дональда Трампа, который сейчас пытается в некотором смысле примерить громадные сапоги для него, прям скажем, и шляпу Теодора Рузвельта. И поэтому сейчас мы видим такую интересную ситуацию, вот обсуждая пока про переговоры, что Соединенные Штаты Америки пытаются выйти из состояния участника коалиции, поддерживающей Украину. А до последнего времени европейские страны и Соединенные Штаты принципиально поддерживали Украину и политически, и материально поставками вооружений. И перейти в позицию третейского судьи. Мы видим несколько вещей. С одной стороны, резкое дистанцирование от Украины, вот эти резкие наезды, что называется, на руководство украинское. И даже мы видим вот очень такой показательный пример желания стать в эту позицию. Это вот последнее голосование в ООН, где была резолюция, подготовленная с одной стороны Украиной и группы стран, и она была принята Генеральной Ассамблеей в целом с набором утверждений, осуждения России, обвинения в агрессии. Ну и, в общем, эти резолюции они проходили уже неоднократно. И другая резолюция, которая была подготовлена Соединенными Штатами, они не стали выносить ее на голосование на Генеральную Ассамблею, поскольку шансов там было немного, а вынесли на голосование в Совет Безопасности. И надо сказать, что первый раз резолюция
резолюция, связанная с Украиной и с российско-украинским конфликтом, прошла военным, вооруженным, без каких-либо там вето. За голосовали Соединенные Штаты, Китай и Россия, а Великобритания и Франция, постоянные члены Совета Безопасности, они воздержались. Вот те 5 постоянных членов безопасности, которые обладают правом вето. И здесь принципиальная позиция поставлена о том, что необходимо выходить на мир. Но при этом резолюция уходит от раздачи всем сестрам там по серьгам, от фиксации, кто там начал, кто как себя вел и так далее и тому подобное. Вот это вот шаг, который вызывает и громадный там объем критики, возмущения, я еще раз говорю, эмоциональных оценок. И здесь же под горячую руку попал, конечно, Израиль, который держится в фарватере Соединенных Штатов, и безоговорочная поддержка Соединенными Штатами в лице Трампа, именно президента Израиля, гораздо более решительная по сравнению с президентом Байденом, ведет к тому, что, например, по той резолюции, которая была в Генеральной Ассамблее, ее не поддержали Соединенные Штаты, ее не поддержал Израиль. Вот это вот те извивы, которые сейчас наблюдаются. То есть, вот попытка, что называется, построить такую сложную конструкцию на то, чтобы выходить на некоторый вариант остановки боевых действий. Да, со стороны Соединенных Штатов декларируется желание построить прочный, долгостабильный, долгосрочный мир, а не временное решение. Но вот здесь ситуация, конечно, пока гораздо более сложная, чем она, наверное, представляется господину Трампу. Дело в том, что позиции России и Украины по части контроля территорий являются взаимоисключающими. И мы понимаем, что не существует сегодня рычагов реально для того, чтобы, что называется, принудить кого-то, или даже сказать, нет политическое даже желание принуждать кого-то с тем, чтобы вести вопрос о передаче территории. То, скорее всего, можно будет говорить о фиксации статуса КВО, о замороженном конфликте, о той линии соприкосновения, которая сегодня есть. Вот, стороны контролируют те территории, которые находятся по разные стороны от этой линии. И дальше начинается сложнейший вопрос, каковы будут гарантии, и что гарантирует, что военные действия, условно говоря, не вспыхнут через неделю заново. А мы знаем много примеров, где там подписываются соглашения о вечном, так сказать, долгосрочном мире, и какие-то моменты, провокации, взаимное непонимание, и все понеслось опять, поскольку объем там взаимных претензий, взаимного недоверия, взаимной ненависти, прямо скажем, он достаточно велик. И вот здесь начинаются сложнейшие дебаты и дискуссии сегодня о том, как вести себя дальше. В чем, как сказать, заинтересованность сегодня участников конфликта, тяжелейшего вооруженного военного конфликта, к тому, чтобы все-таки выйти на какие-то договоренности? Надо сказать, что когда у вас такая широкомасштабная война идет более 3 лет, то ваши экономики начинают просто хрустеть под тем объемом нагрузок, которые наваливаются на экономику. Ясно, что украинская экономика не выдержала бы этого варианта гораздо быстрее, если бы не широкая помощь Евросоюза и Соединенных Штатов. И ясно, что российская экономика при всем ее большем там, наверное, размере и в меньшей затронутости непосредственно боевыми действиями, а значит и разрушениями экономического потенциала, находится тоже под тяжелейшим давлением, поскольку военные действия оказались очень интенсивными на громадном фронте, и потребности
военные машины, они не оказались гораздо больше, чем возможности военно-промышленного комплекса. И поэтому большая мобилизация военного экономики и перевод ее на военные рельсы, что не может сказываться на всем остальной гражданской части, на уровне жизни и так далее. И несмотря на определенные там, я бы сказал, необоснованно бравурные заявления о пользе санкций. Санкции – это отнюдь не фунт изюма. И они серьезно затрудняют развитие экономики, серьезно сдавливают, вообще-то говоря, ее дальнейшие движения. И не случайно, когда начинаются какие-то переговорные моменты, разговор об отмене санкций стоит как бы практически, да, он иногда пунктиром, но всегда присутствует в этом пакете. И поэтому вот сейчас началось прощупывание. Соединенные Штаты разговаривают с Россией, Соединенные Штаты разговаривают с Украиной, и начинается поиск варианта, а что бы это могло быть. Я здесь не хотел бы быть безудержным оптимистом и считать, что, ну вот как там есть в администрации Трампа, что еще неделька, и все, так сказать, и мирный договор будет. Я понимаю, что и сама администрация Трампа, да и многие в мире, да и у нас, да и на Украине, и в Европе придерживаются формулировки, ну, похожей, да, как в свое время говорил наш комментатор Соловьев, что вот только мы бровь поднимем, Украина поймет все. Ну, и сейчас приблизительно так считается, что только Америка бровь поднимет, так Россия, Украина и Европа поймут все. Нет, вот это вот иллюзия, в которой пока, я так понимаю, пребывает в том числе американская администрация, вновь прибывшая, что они вообще могут вершить дела и решать любые проблемы. Все не так просто. Мир гораздо более сложен. И мы видим, например, простейший подход, который декларировался громадным количеством экспертов, да, вот он Запад, полностью поддерживающий Украину, и вообще Украина – это марионетка Соединенных Штатов. И вдруг раз, и процессы договоренностей начинают пробуксовывать, документы не подписываются, идет взаимный обмен любезностями, и приходится менять формулировку. И уже, так сказать, я слышал, эксперты рассказывают нам о том, что Украина – это марионетка Антанты. Да, Антанта имеется в виду Франция и Англия. Потому что как-то надо выводить Соединенные Штаты. На самом деле все гораздо сложнее. У всех свои интересы, у всех есть свои граждане, которые сильно ограничивают возможности любой власти. И это надо понимать в любой стране, включая в том числе и нашу, для принятия тех или иных решений. И вот эти вещи ни в коем случае нельзя забывать и сбрасывать, что называется, со счетов. Поэтому переговоры будут долгими, переговоры будут сложными. И я так понимаю, что в определенном смысле усталость некая сторон может привести к тому, что какой-то вариант хотя бы временного соглашения, замораживающий конфликт, может в этой части возникнуть. Разговор пока происходит достаточно интересно. И вдруг тема, которая, казалось бы, является центром обсуждения политического устройства в Европе, там вот какие-то контуры мирного договора, куда-то ушло все в сторону. И на первый план вышел разговор о подписании документов про редкоземельные металлы. При этом эта тема обсуждается и в отношениях Соединенные Штаты, Украина. И там уже вокруг этого просто пух перья летят, и идут как бы обмены такими любезностями, что трудно себе представить. И уже все как бы не обсуждают, что там происходит на поле боя, какие там расклады, о чем. Все, редкоземельные металлы, о которых 99% граждан никогда не слышали, оказались вдруг в центре внимания. И сюжет, который возник параллельно в интервью президента России Владимира Путина, вдруг корреспонденту Забродину тоже возникло обсуждение темы редкоземельных металлов. И вот мы сейчас еще вернемся потом к этому моменту. Достаточно
неожиданный поворот приглашения Соединенных Штатов к совместному разработке и использованию вот этих вот редкоземельных металлов. И вновь в этом интервью прозвучало забытое слово «американские партнеры». И вот это вот, как бы, вот процесс переговора уже ведет к определенному новому повороту, новым сюжетам, который буквально там еще полгода, наверное, был непредставим, когда основной посыл, излагаемый громадным количеством политиков, экспертов, что вот есть НАТО, вот есть Соединенные Штаты, которые вечно, их одна только задача, они спят и как бы и видят, и есть не могут, только чтобы уничтожить Россию. Да, и самая главная задача, так сказать, Россию расчленить и забрать все наши полезные ископаемые. Вот, и поэтому, что называется, мы должны этому противостоять. И вот сейчас начинается разговор о том, как совместно заниматься этими полезными ископаемыми. Поэтому это очень серьезный разворот, как говорится, над Атлантикой. И сейчас мы, как всегда, делаем перерыв. Не отключайтесь, а после перерыва поговорим, а что же это такая за редкая штука, редкоземельные металлы, почему вдруг вокруг этого возник такой интерес. Ну и в целом, что называется, превратности и повороты, и в определенном смысле прагматический цинизм международной политики, как он есть и как мы сегодня это видим. Перерыв. Встретимся через 30 секунд. Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам. Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими. Итак, продолжаем. И прежде чем к редким землям перейти, еще буквально короткий комментарий по поводу тех переговоров, тех консультаций, которые состоялись в Эр-Рияде. Самое главное, я считаю, что все-таки там произошло, это договоренность о восстановлении полнокровной деятельности дипломатических представительств. И я считаю, что это хороший знак, и это правильный ход, поскольку в самых тяжелых обстоятельствах, в самых противоречивых отношениях дипломаты должны работать. Это тот канал, который позволяет, с одной стороны, донести позицию до противоположной стороны, и параллельно получать правильную информацию и информировать свое руководство, а что, собственно, происходит и чего думают. Потому что неверная интерпретация намерений, действий, шагов очень часто приводит к тому, что кто-то считает, что надо нанести превентивный удар, и вот вам военные действия из-за взаимного непонимания. Еще раз подчеркну, 1648 год. Страшная кровавая война, и возникает понимание, что нужны дипломаты, что нужны постоянные каналы общения. Вот этот канал сейчас будет восстановлен, и это нормальная и правильная и хорошая практика. Параллельно заявлено о двух группах высокого уровня, которые будут обсуждать возможности урегулирования, и второе, обсуждать вопросы экономического и геостратегического сотрудничества. Наша сторона настаивала в большей степени, что давайте мы Украину отодвинем в сторону, займемся геостратегией, экономикой, а это как-то приложится. Пока Соединенные Штаты говорят, нет, давайте вначале это решим, поскольку без этого как-то непонятно, как идти дальше. То есть, а дальше будем заниматься вот этими позициями. Ну, вот в том числе и то, что, наверное, было предъявлено по редким землям. Что касается редких земель, вот что это за штука такая? Ну, это есть такая группа элементов, это металлы, значит, 17 элементов, которые называются редкоземельными металлами. Сейчас скажу, почему такое название возникло. Это такие, как скандий, итрий, потом группа лантаноидов, лантан, церий, неодим, прозиодим, европе и так далее. Там очень много разных названий. Мы
можем говорить, они все очень похожи по своим химическим свойствам, поскольку химические свойства определяются самой внешней уровнями, так называемой электронной оболочкой, а у них она сконструирована одинаково. Масса нарастает от одного элемента к другому, а химические свойства в общем достаточной степени похожи. Они достаточно редко встречаются в природе в виде окислов. И вот раньше окислы назывались землями. Поэтому вот редкие земли, такие редкие окислы, это и пошло, что называется, в практику. Ну, сколько редкость? Может быть, где-то содержание в породах там 100 грамм на тонну. Вот тонны вы переработаете, значит, 100 грамм вот этих металлов вы выработаете. Эти металлы используются в качестве всевозможных там присадок, в очень многих сферах. Это и, конечно, в первую очередь, это радиоэлектроника. Потом это приборостроение, потому что в оптике они завязаны довольно сильно. Это атомная техника, химическая промышленность, металлургия. И вот стекольная промышленность, как я уже сказал, присадки к стеклу создает совершенно новые качества. Например, там увеличивает пропускание оптики, меняет, что называется, сдвигает там зону прозрачности, например, в сторону инфракрасия, увеличивает поглощение ультрафиолета, много чего делает. В оптике есть и лазеры на соответствующих стеклах, мы знаем, газовые лазеры и твердотельные лазеры. И вот конструкция стеклянного стержня с нужными расположениями уровней в значительной степени достигается там добавления в эту стеклянную матрицу всевозможных вот этих вот редких металлов. А в химии это и лакокрасочные покрытия, и такие вещи, как в нефтянке, как катализ, то есть реакции идут лучше, что называется, быстрее, если присутствуют в качестве катализаторов, не участвующие в реакциях, но ускоряющие, например, реакцию или ведущие в правильном направлении, в качестве посредников определенных, вот эти вот редкие земли. Есть использование во взрывчатых веществах, есть и, в общем, в других определенных направлениях, но в целом эти элементы становятся уже достаточно необходимыми для развития промышленности. Что касается России, то здесь мы добываем приблизительно 2-3 тысячи тонн в год. Ну, если брать общую мировую добычу, я сейчас назову где-то 350 тысяч тонн, то это означает, что наша добыча пока 1%. При этом 70% того, что мы добываем, используется в электронике. Но еще один важный элемент, который сразу могу сказать, что где-то четверть оценки есть, используется в гражданской сфере, а 3/4 это военно-технические изделия. То есть, вообще-то говоря, в наших условиях редкие земли – это серьезный элемент оборонной промышленности. Что касается мирового объема, считается, что где-то 350 тысяч тонн в год в мире добывается, это данные там на 23 год. И в целом там в деньгах оценка, что сейчас 5-7 миллиардов долларов рынок всех этих редких металлов, редкоземельных металлов. Поэтому, когда идет разговор про 500 миллиардов, мы понимаем, что особенность Дональда Трампа – это абсолютно вольное отношение к фактам, к числам. Это не играет никакой роли. Вот как вот он сейчас хочет, так он и скажет. И то, что там, как бы это будет интерпретироваться завтра, это его не интересует. Вчера сказали 500 миллионов, завтра 500 миллиардов. И, в общем, к этому надо так и относиться. С весьма-весьма серьезными поправками и с возможностью, что завтра этот взгляд или подход может замениться на абсолютно противоположный. И ожидается, что, да, рост где-то, наверное, почти двукратный к 28-30 году. Разные компании дают разные оценки. Выход приблизительно на 10 миллиардов. Вот это вот то, что сейчас ожидается. Но есть один серьезный нюанс всего этого происходящего, что вот на уровне 2023 года практически 70% из всей добычи, из 350 тысяч тонн, 240 тысяч тонн, это Китай.
И вот этот момент я прекрасно понимаю, что вот он заводит Трампа на эту дорожку, потому что Трамп воспринимает все происходящее через призму движения к великому противостоянию двух новых супердержав – Соединенные Штаты и Китай. Все остальное для него – это инструменты в этой как бы стратегической линии великой борьбе. Вот и здесь он, что называется, не сильно, наверное, может быть, отличается от многих политиков наших, которые, мы помним, заявления вплоть до публичных, что, в общем-то, это секретарь Совета Безопасности говорил, что, в общем, Украина никого не интересует, наш секретарь Совета Безопасности Патрушев, что на самом деле это поле великой битвы между силами Запада, силами тьмы и силами как бы России и примкнувших к ним большинства мира силами света. Вот так это воспринималось. Приблизительно так же сейчас смотрит Трамп на все происходящее в мире, как великая борьба между Соединенными Штатами и Китаем. И он видит, что Китай постепенно экономически запускает свои щупальца все более и более широко в мире. И у него есть такие возможности экономические. И становится ясно, что в громадной степени идет движение фактически к монополизации вот этого ресурса, потому что 70% рынка – это очень много. И сейчас поэтому и начинается интерес. А давайте, значит, мы решим эту проблему на Украине. Давайте мы, возможно, и, судя по всему, этот разговор происходил, и поскольку есть такие заявления с российской стороны, значит, мы понимаем, что это на каком-то уровне тоже проговаривалось, как возможность взаимодействия с Россией. Иногда нам кажется это удивительным, что нам кажется, да и не только нам, но и Украине, и Европе, что вот здесь центр мировых событий, вот вокруг этого надо строить все соображения и прочее. Но взгляд из-за океана иногда выглядит по-другому. И тот же Трамп в своей такой американоцентристской, изоляционистской, традиционно республиканской парадигме говорит, что мы отделены прекрасным большим океаном. Это, так сказать, старая древняя постановка республиканской партии, еще до Теодора Рузвельта, можно сказать, или тех времен, что и нас не интересует, что происходит в Европе. И мы помним отголоски этого дела после Первой мировой войны. Демократ, президент Вудро Вильсон строит новый прекрасный мир, создает Лигу наций, а после этого приходит республиканская администрация, отказывается ратифицировать все эти документы, и Соединенные Штаты не вступают в Лигу наций, потому что республиканская партия считает, что не надо нам вообще вся эта Европа, у нас есть свое полушарие, своя жизнь, и давайте забудем об этом. Это кажется удивительным, но с другой стороны мы можем задать себе такой вопрос, а кто у нас вообще помнит о колоссальной войне 20 века, Ирано-Иракском конфликте? И это военные действия продолжались с 80 по 88 год, совсем недавно, 8 лет. Задача Ирака была отторгнуть от Ирана провинцию Хузестан, богатую нефтью, ну и вообще там еще взять определенные части, где, как они считали, проживает арабское население, да, а не персы. И поэтому давайте-ка мы военным способом эти территории заберем. Но результат довольно тяжелый. По разным оценкам с обеих сторон там погибло, пропало без вести в сумме, а здесь надо считать уже только сумму. Оценка 700 тысяч где-то приблизительно. Кто-то меньше говорит, но не менее полумиллиона. От полумиллиона до миллиона. Где-то в этом интервале считаются потери сторон. Результат войны фактически ничья. Ирак не смог добиться своих территориальных претензий. А Иран, который надеялся, что в результате войны они смогут заменить правительство суннитского меньшинства в Ираке на правительство шиитского большинства в Ираке, а там реальное большинство шиитского населения, это тоже не удалось. Кстати, это удалось уже Соединенным Штатам, Джорджу Бушу младшему, которому за это, как говорится, многие сильно критикуют, что он сломал противовес Ирану. В результате военной операции в итоге Ирак таки оказался под контролем шиитского большинства, и это единоверцы Ирана, и здесь вопрос
вопросы сняты. Но, тем не менее, эта война вообще мало кого затрагивала в Европе. И мы, вообще-то, даже о ней, по большому счету, и не знаем большинство, что это все было. Также приблизительно выглядит из-за океана и наши события. Ну да, две группы восточных славян там что-то не поделили. И, что называется, убивают друг друга. Ну и нам-то что с этого? Вот, собственно-то, этот циничный подход в значительной степени сегодня формулируется Трампом, который уже перевел фокус в значительной степени в обсуждение вопросов редких земель и дискуссии вокруг этого. И вот здесь, с одной стороны, произошла одна позиция. На Украину приезжают разные группы, как утверждается, и привозят разные документы. В окружении Трампа разные группы пытаются первыми добежать до финиша и принести в клюве соответствующее соглашение. И пока все эти варианты соглашений, они достаточно безапелляционные, они, что называется, отвергаются украинским правительством, президентом Украины. С другой стороны, прозвучало, конечно, для многих было крайне удивительно, в наших условиях предложение со стороны российского президента заниматься совместной разработкой месторождений редкоземельных металлов и еще редких металлов, я скажу еще пару слов по этому, что это такое, в России непосредственно и, как было сказано, на так называемых новых территориях, то есть это Донецк, Луганск, где такие месторождения также присутствуют. И вот этот вот серьезнейший разворот, то вчера мы говорим, что хотят отобрать, а сегодня мы приглашаем этим заниматься. Я бы так сказал, что вторая часть является гораздо более обоснованной и на фактах, поскольку надо понимать, что в настоящем мире забирать месторождение для того, чтобы получить сырье, абсолютно бессмысленно. Это происходит только в одном случае. Если местное население, общество не в состоянии обеспечить порядок, если вместо экономической деятельности там идет какая-нибудь война всех против всех, бесконечные, так сказать, люди бегают с автоматами, со стингерами, со всякими там базуками, и экономическая деятельность невозможна. Иногда в таких ситуациях, что называется, экономический интерес идет к тому, что там устанавливается контроль и порядок, но это исключение, характерные в большей степени сегодня только для Африки. В остальных случаях гораздо проще купить, потому что цена все равно определяется рынком. И вдруг выясняется, что купить стоит дешевле, безопаснее и легче, чем приходить туда с вооружениями, с контролем, со своими разработками, кормить местное население. В результате это такая головная боль, что на выходе будет появляется товар, который вам влетает в копеечку. Это то, что сегодня в разной литературе левого свойства называется неоколониализмом. Что нет необходимости контролировать территорию, есть возможность контролировать экономически. И покупать все то, что вы сами будете прибегать, а мы видим эту картину, что мы сами пытаемся продать нефть, продать газ, продать все остальное сырье, потому что пока иная экономическая модель, которая бы позволила самим всем этим пользоваться и создавать конечный продукт, она пока у нас не получается. И это надо признавать впрямую, понимать, что просто так вот создать экономику, которая сейчас после санкций одним махом все импорта заместит, это тоже из области достаточно иллюзий. Мы помним времена Владимира Ильича Ленина, когда было, сказать, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем, и когда наступило затем, вдруг стало ясно, что, конечно, послать матросов в банк замечательно, но вдруг выясняется, что это вот буржуазия поганая, кроме того, что она там присваивает этот продукт, она еще вдруг одну функцию выполняла. Она занималась организацией всей этой промышленности. И когда вы убили слой организаторов, то вдруг у вас все стало останавливаться. И тут возникает задача. Буржуазные спецы,
То есть начали приглашать обратно. Тут вдруг появляется НЭП, и это вызывает жуткое возмущение всех таких фанатичных сторонников чистого марксизма и пролетарской революции. И вот с этими вещами, как говорю, мы будем сталкиваться в том числе и сейчас, когда происходят определенные повороты и изменения. А дальше мы помним, даже уже во времена Сталина приглашаются американцы, Альберт Кан, который строит здесь 500 заводов. Да, с помощью импортных технологий, с помощью импортного оборудования, да, за наши денежки, но именно таким образом удается создать промышленность, которая смогла более-менее подготовить страну уже ко Второй мировой и к Великой Отечественной войне. А других вариантов, собственно, не было. Поэтому идеология идеологии, а реалии реалиями. И вот здесь мы опять подходим к тому, что реалии заставляют думать о том, как восстанавливать экономические связи, как восстанавливать экономические контакты, как восстанавливать торговлю, как пытаться получить очень многие высокотехнологичные вещи, которые необходимы для очень многих секторов экономики. И это задача, которая будет дальше разворачиваться на годы вперед. Я пока тоже здесь достаточно осторожен по поводу того, какие будут успехи, потому что, еще раз подчеркну, команда Трампа и сам Трамп – это генератор случайных политических решений, и куда его понесет завтра, никто не может представить. Хотя есть определенные константы. Первое – это желание быть самым великим, желание быть самым первым, желание, как сказать, совершать невозможное, и завязана на этом достаточная обидчивость. Если какой-то момент он слышит «нет» своим там предложениям и идеям, то как бы начинается достаточно жесткая ответная реакция. И вот этот момент сейчас наступил, и мы здесь возьмем последнюю тему, во взаимоотношениях Соединенные Штаты и Европа. Мы помним первый этап, первое президентство Трампа, когда эти отношения были далеки от безоблачности. Трамп подходил достаточно, опять же, прагматично и говорил: слушайте, что это мы вам должны обеспечить вашу безопасность за наши деньги? А ну-ка, Европа, давайте-ка поупритесь и тоже тратишьте денежки, а не то мы вообще зонтик уберем. И своими заявлениями, конечно, он там сильно пугал европейскую команду. Ну и мы помним принципиальное расхождение, например, по климатической позиции, когда он выходил из Парижского соглашения, потом Байден возвращал обратно, а Трамп снова выходит. Вот такая вот история хождения туда-обратно присутствует. И сейчас в очередной раз прозвучали довольно жесткие заявления по поводу того, что Европа должна вообще-то сама собой заняться, там и большую мораль и, как сказать, кучу обвинений в подавлении свободы и всего прочего прочитал на Мюнхенской конференции Джи Ди Венс, вице-президент, чем сильно раздражил, конечно, Европу и все политическое руководство. При этом в ходе этих нотаций он впрямую фактически пытался влиять на предстоящие 23 февраля выборы в Германии. И при этом Илон Маск, неформально присутствующий в администрации, впрямую говорил, что только победа альтернативы для Германии способна спасти Германию. Что вызывает в Германии вообще встающие дыбом волосы, и 65% населения категорически не хочет видеть альтернативу для Германии в каких бы то ни было коалициях. И только намеки на коалицию с альтернативой для Германии привели к невероятным статичным демонстрациям протеста в отношении ХДС. И ХДС быстро-быстро убрала все эти щупальца обратно. И Фридрих Мерц заявил: нет, никаких переговоров, Брандмауэр сохраняется. И вот в этой ситуации, когда Европа, значит, получила мощнейший пинок, что вообще все проблемы ваши, и давайте-ка вы сами занимаетесь, в том числе и безопасностью, Европа вдруг осознала, что, действительно, вот
с одной стороны, есть военный конфликт, в котором участвует Россия, да, и Европа выступает на стороне Украины. И есть осознание, вообще-то, что Европа отнюдь не такая спокойная, как это казалось после окончания Холодной войны, что называется, все расслабились, успокоились, в стиле Фукуямы история закончилась, все принципиальные разногласия разрешены, идеологических непримиримых разногласий нет, чего тут дальше воевать? Пошло резкое сокращение присутствия американских войск в Европе, пошли резкие сокращения бюджетов, и даже большинство стран Европы на слова говорило: да, мы, конечно, выполним решение НАТО, да, но только потом, чуть попозже. Ну, вот не сейчас. Сейчас у нас вот временные трудности, а решение было простое, что не менее 2% ВВП на вооружение и военной техники и содержание армии, а из этих 2% не менее 20% именно на вооружение и военную технику, на закупки. Вот эти решения были приняты, но не выполнялись. Германия там где-то болталась в районе 1%, Соединенные Штаты выступали на уровне своей там больше 3% ВВП, там 3,6%, где-то вот в этом интервале. Но надо признать, что Соединенные Штаты это 30-40% мировых расходов на все военные цели. То есть, конечно, с точки зрения размера экономики это гигант. Вторым идет Китай, это где-то 10%. И дальше уже идут остальные страны, в том числе и Россия, на уровне 5-4% в целом мировых расходов на военные цели. Да потому что размер экономики диктует ограничения, и вы не можете 100% вашего ВВП отправить на военные цели. Так что тогда вы просто кратчайшие исторические сроки умрете с голоду. И вот эта вот обстановка, которая происходила, значит, привела к тому, что Европе еще раз сказали: ну, давайте занимайтесь теперь сами. И Европа, с одной стороны, выступила решительно, что вообще мы не готовы терпеть диктата Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, так выступил сейчас будущий, скорее всего, канцлер Мерц, руководитель ХДС, ХСС, лидер победившей партии. В то, что Европа должна иметь собственного лидера. Тут же выступили французы, поскольку они всегда считали, что именно Франция является европейским лидером и, по крайней мере, страной, которая сегодня в ЕС, одна страна обладает ядерным оружием, и поэтому должна выступать в качестве вот этого консолидирующего лидера. Ну, Британия, да, она несколько отдельно, тут по соседству, но тем не менее. И это, надо сказать, создает тоже ту новую реальность, которую создал Трамп, наверное, даже, может быть, не желая того, которая вряд ли вызывает, что называется, такие позитивные ощущения у российского политического руководства, потому что европейские страны принимают решение нарастить военные расходы, нарастить производство, нарастить свои военные возможности, и в целом европейская группировка, по крайней мере, после вот этих вот пинков американской администрации, может оказаться гораздо более дееспособной в военной сфере по сравнению с тем, что приходит сегодня. И звучит колоссальная критика в прессе, что вот Европа расслабилась, да у нее ничего нет, да она ничего не может. Ну да, есть производство, которое поставляется по всему миру, высокотехнологичное оружие, но одно оружие, это, во-первых, его недостаточно, как выясняется, а с другой стороны, само по себе оружие не воюет. Все-таки, тем не менее, нужны еще и хорошо отмобилизованные вооруженные силы. И вот этот процесс, конечно, развивается, и мы должны не забыть, что к этому процессу добавились Финляндия и Швеция, которые за это время вступили в НАТО, и это тоже несколько изменило конфигурацию ситуации на российских границах. Макрон и Стармер отправились в Соединенные Штаты беседовать с Трампом на предмет поиска каких-то точек соприкосновения. И, как утверждается, Макрон несколько более мягкой форме комментировал Соединенные Штаты имеющиеся разногласия, хотя на той совместной пресс-конференции, которую довелось увидеть, на заявление Трампа об объеме помощи
Украине, о том, что мы хотим все деньги там вернуть, поскольку Европа все деньги вернет, а мы типа все это отдали никак. На что, во-первых, Макрон сказал, что большая часть, то 60% помощи все-таки это Европа, а не Соединенные Штаты. А во-вторых, это отнюдь не кредиты только. Это очень сложная система, и отнюдь не присутствует стопроцентного вариантов, как все это возвращать. В общем, лицо Трампа было не самое счастливое в момент этих заявлений, но, тем не менее, дальше был все равно разговор, что мы, тем не менее, должны наши денежки вернуть обратно. Вот это та позиция такой квази-изоляционизма, с одной стороны, а с другой стороны, попытки решить и добыть, например, возможности получения всех вот этих вот редкоземельных металлов достаточно простым и удобоваримым способом, поскольку производство, например, того же Илона Маска сильно в этом заинтересовано. Да и целое громадное количество американских концернов. Надо сказать, что редкоземельные металлы – это не самая большая редкость, на самом деле, на Земле. И там обсуждается еще целый ряд металлов. Я хочу сказать, что по распространенности редкие земли где-то в 10 раз превышают распространенность свинца, то есть свинец гораздо более редкий. Дальше молибден. Отношение в 50 раз, то есть молибден, который используется для создания разных сплавов, еще более редкий, а еще более редкий металл, который используется много где, в том числе и в военной сфере, и в гражданской, это вольфрам, который присутствует в 165 раз в более редких количествах по сравнению с редкими землями. Вот такая вот интереснейшая картина наблюдается сегодня в мире и в Европе. И мы видим, что все геостратегические плиты пришли в движение. Начался громадный процесс и дипломатических переговоров, и торга. И я бы сказал, что все-таки где-то сейчас фокус внимания полностью ушел с того, что происходит реально на земле, что происходит реально на поле боя, а мы все равно должны понимать, что это в значительной степени те вещи, которые будут являться в том числе фундаментальными для дальнейших переговоров. И еще раз подчеркну, что сегодня в определенном смысле в поисках выхода из сложившейся ситуации, похоже, заинтересованы все стороны. Но пока проблема заключается в том, что каждая из сторон видит выходы в разных совершенно направлениях. И вот как найти этот вариант, который бы позволил, по крайней мере, застабилизировать ситуацию и, наверное, отправить окончательные решения, как это часто бывает, потомкам, вот эту задачу сейчас и решают политики, дипломаты, военные, эксперты. Так что нам, я чувствую, еще будет о чем поговорить в следующих передачах. Но еще раз подчеркну, мы никогда не должны забывать и упускать из внимания, что в данную минуту, в данную секунду летят снаряды, летят ракеты, летят пули, и все это собирает свою скорбную жатву на нашей маленькой общей планете Земля. Вот такие были сегодня темы, уважаемые слушатели. Всего хорошего. До встречи в следующую среду. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цепляев. Мы искали истину и пользовались собственным умом. Всего хорошего, дорогие друзья.